Этот домашний кот жил, как в сказке. С детства он не знал ни голода, ни стужи, ни опасности. Его назвали Каспер нежное имя, которое безупречно соответствовало его размеренному и безмятежному характеру. Он был крупным пушистым котом с шикарной кремовой шерсткой и выразительными глазами. В них читалось умиротворение и радость. Каждое утро он пробуждался, лениво потягиваясь на мягком пледе возле окна, а затем направлялся на свою любимую подушку под батареей, где мог коротать по полдня, нежась и дремля. Каспер обожал своих хозяев, приветливую юную пару, которую он считал своим семейством. Они ублажали его вкусной пищей, поили свежей водой, почесывали за ухом и ворковали с ним, как с малышом. Он свыкся с этим, с нежными руками, с привычным распорядком, с абсолютной защищенностью. Лоджия в их квартире была его излюбленным местечком. Там всегда царило тепло, сияло солнце, и ветер доносил любопытные ароматы с улицы. Хозяева оснастили ее защитной сеткой, но однажды летним днем они ее временно разобрали для починки, оставив балкон раскрытым. И именно в этот день приключилось нечто, что перевернуло его вселенную. Стоял безмятежный полдень, воздух плавился от жары, а Каспер разлегся на лоджии, жмурясь на солнце. Он почти задремал, как вдруг где-то рядом грянул громкий хлопок, хлопнула дверь подъезда или бабахнула уличная петарда, никто позже точно и не припомнил. Звук оказался чересчур резким, слишком внезапным. Ужас сжал грудь кота. Он инстинктивно метнулся прочь и, не осознавая, что преграды больше нет, перепрыгнул через перила. Миг, и он уже падал вниз. Он приземлился в кустарнике под балконом, сильно ударившись о землю. Его сердечко бешено колотилось. Он зафыркал от испуга, рефлекторно рванул прочь, дальше, прочь от грохота, от боли, от открытого пространства. Им овладела паника. Он не осознавал, что творится и куда ему податься. Все стало чуждым: ароматы, шумы, свет. Город, который раньше он лицезрел только с высоты, оказался громадным, гулким и устрашающим. Поначалу он просто носился по двору, прячась под машинами и в кустах, зовя своих людей. Он мяукал, сперва громко, с упованием, потом тише. Но его не услышали. Люди проходили мимо, не обращая внимания. Спустя несколько часов пошел дождь, и он впервые в жизни оказался под открытым небом, мокрый, дрожащий, голодный и покинутый. Так начались его долгие скитания. Он убрел далеко, не ведая дороги назад. Голод подгонял его, он искал пропитание среди отбросов, подбирал объедки, поглощал то, к чему раньше даже бы не притронулся. Он пил дождевую воду, забивался в подворотни, укрывался в вентиляционных шахтах и под поддонами у магазинов. Когда совсем отчаялся, пытался примкнуть к бездомным котам, но те неохотно делили с ним и так скудные ресурсы. Прошли недели. Его шерсть превратилась в комок шерсти, усы поломались, глаза потускнели. Он исхудал, лапы ныли от непрерывных блужданий, когти стерлись. Из ухоженного комнатного любимца он превратился в ободранного, полудикого бродягу. Люди по-прежнему не замечали его, лишь изредка дети пугали палками или кто-то злобно прогонял от крыльца. Однажды он чуть не погиб под колесами автомобиля. В другой раз — от зубов бродячих псов. Как-то ночью он забрался в подвал пустующего здания и пролежал там 2 суток, почти не шевелясь. Тело его лихорадило, он кашлял, глаза слезились. В какой-то момент он уже не испытывал ужаса. Он просто улегся, поджав лапы и зарывшись мордой в грязную подстилку из картона, и тихо, прерывисто зарыдал. Он осознал, что больше не вынесет. В этом огромном, безразличном мире, где все было гулким, резким и безжалостным, у него не осталось сил бороться. Он тосковал по теплу ладоней, по аромату свежих простыней, по умиротворению. На 3-е сутки он кое-как выбрался наружу. Стояло тихое, ветреное утро. Он побрел по улице, шатаясь от изнеможения, когда его увидела женщина, подстригавшая кусты у себя на заднем дворе. Ее звали Клэр. Она жила одна и всегда питала слабость к кошкам. Сперва она подумала, что это обычный бездомный кот, но, приглядевшись, уловила в его повадках нечто иное, он не был уличным. Его походка была неуверенной, шерсть спутанной, но в глазах еще теплился тусклый, однако не угасший огонек. Она приблизилась к нему неспешно,
присела на корточки и протянула ладонь. Он не сбежал. Он глядел на нее с отчаянной надеждой, и тогда она бережно подхватила его, укутала в свою кофту и занесла в дом. С этого дня его существование снова изменилось. Клэр отмыла его, накормила, устроила в небольшом уголке у обогревателя. Она созвонилась с ветеринарной клиникой и отвезла туда бедолагу. Осмотр выявил обезвоживание, воспаление дыхательных путей, полное истощение. Но шансы имелись, организм еще сражался. Она не пожалела ни времени, ни средств. Лечила его, вычесывала колтуны, вводила лекарства, меняла подстилки. Она назвала его «крошкой» и разговаривала с ним, как с приятелем. Прошло несколько недель. Он начал есть с аппетитом. Шерсть его вновь сделалась шелковистой, он отогрелся, начал урчать. Но он оставался печальным. Он не искал общения, не играл, не терся о ноги. Каждый вечер он усаживался у окна и смотрел в темноту, словно уповая, что кто-то придет за ним. Временами он тихо попискивал в пустоту. Клэр это замечала. Ее сердце сжималось от сострадания. Она осознавала, он не дворовый кот. Он домашний, он кого-то дожидался. Она расклеила объявление, обошла приюты, дала весточку в соцсетях. Но отклика не поступало. Дни текли. И вот однажды, поздним вечером, пролистывая местную группу в интернете, она наткнулась на сообщение «Пропал кот». Кличка Каспер. Пушистый, кремовый, очень нежный. Исчез в районе бульвара Виктора. Мы скучаем по нему. Вознаграждение. Фото того самого кота, что сейчас дремал на ее диване. Те же глаза, та же мордочка. Клэр немедленно откликнулась. На следующее утро приехала молодая пара. Они были взволнованы, признательны и встревожены. Хозяйка, хрупкая девушка с заплаканными глазами, тут же позвала его по имени. Каспер, и в это же мгновение кот до того лежал без движения, резко поднял голову. Его глаза открылись. Он мяукнул, громко, протяжно, с интонацией, переполненной восторгом. Они бросились друг к другу. Хозяйка взяла его на руки, прижала к груди, не в силах удержать слезы. Он терся о ее шею, обнимал лапами, мурлыкал так, будто норовил поведать все, что перенес. Клэр стояла в стороне, смотря на эту сцену с улыбкой. Она знала, что поступила правильно. Она спасла не просто кота, она вернула кого-то в семью. Когда они уезжали, хозяйка крепко обняла Клэр и прошептала: «Благодарю. Он — частичка нас». И мы уже почти утратили надежду. Кот снова был дома. Вернулся туда, где его ждали и не забыли. Он никогда уже не станет прежним, у него имелся опыт, который навсегда останется с ним. Но он понял одну истину: даже в самом ужасном и враждебном мире есть шанс быть нужным и любимым. Вновь, дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!